Итак, всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на прямую трансляцию стыковки космического корабля Cargo Dragon миссии CRS-26 Международной космической станции. Итак, мы видим корабль Dragon рядом с Международной космической станцией. Он совершит ряд маневров и буквально чуть менее чем через полчаса состыкуется с МКС. Ребята, добро пожаловать на стрим. Now less than 30 minutes away from the planned docking of an uncrewed SpaceX cargo resupply vehicle with over 7,700 Нас pounds чуть of меньше получаса science до стыковки investigations, космического research, and корабля hardware, по снабжению Международной космической станции от Dragon компании will dock SpaceX. to the zenith port of the International Space Station this morning. Корабль будет пристыкован к модулю «Гармония». And you did see some small thruster firings there. That was the approach 1 burn that was taking place. This continues to enable Dragon to approach the International Space Station. The range rate is very slow at this point, about 0.04 meters per second. Будет ли сегодня стрим по КСП? Будет. Возможно, не сразу после этого стрима, но он будет. Привет, привет, ребята. Всем здравствуйте. А с Драгон что-то ушел. Подвиньте камеру, ребята. О, картиночка другая. We're now less than 25 minutes away from the docking of CRS-26 this morning.
Так, ребята, я снова здесь. Ждем. Dragon is currently 448 meters away from the International Space Station, continuing to close in. 449-450 метров от It's станции currently находится Dragon. inside the approach ellipsoid, which is that 2 kilometer by 2 kilometer by 4 kilometer imaginary oval around the International Space Station. Давайте снова немножко расскажу о миссии. Once Dragon is 200 meters away from the International Space Station, it will be inside the keep-out sphere. To enter the keep-out sphere, a vehicle must be 4 orbits safe, meaning it would stay outside that radius, even if the ability to control the vehicle was lost in a very unlikely scenario. Так, ребята, буквально секундочку. Сейчас я хочу сначала, давайте посмотрим повтор запуска. Мы вчера смотрели запуск. Итак, вчера у нас в 20:20 по московскому времени была запущена ракета Falcon 9 с космическим кораблем Cargo Dragon. На корабле у нас 2300 примерно килограмм груза в герметичном отсеке и 1200 килограмм, а именно солнечные панели, в негерметичном отсеке. Корабль несет на себе 4 кубсата, эксперименты по выращиванию овощей, эксперименты с жидкой смолой, которая сможет строить какие-то структуры в невесомости. Также эксперименты с лунным микроскопом, который поможет более точно изучать кровь и другие всякие человеческие, скажем так, мазки. Вот. Вчера мы наблюдали запуск 9 двигателей Merlin 1D на первой ступени ракеты Falcon 9. Ракета полностью новая, корабль полностью новый. Для SpaceX это теперь очень интересно. Раньше это было нормально, что новая ракета, новый корабль. Сейчас это интересно. Мы уже избалованы многоразовыми полетами. We are coming up on a few events happening back to back. That's going to be MECO, or main engine cutoff, as the first event. That's where all 9 of the M1D engines. До опорной орбиты разогнал корабль Dragon, вторая ступень Falcon 9, где один двигатель Merlin вакуум. Сама ступень потом сгорела в атмосфере. А первая ступень села на платформу Just Read the Instructions в океане. Причем из-за близкого расположения площадки к месту старта, к берегу, ступени пришлось сделать небольшой boost-back burn. Сейчас мы все это будем наблюдать. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup. Stage 2 ignition. Вот мы видим boost back burn. Some really cool views there. We had MECO, stage separation, the MVAC engine lighting up on your right-hand screen. We also saw the first stage kind of in the view of the second stage view there, falling back to Earth, doing a flip, and now
in its boost back burn. That burn lasts about 30 seconds long. Stage 1 boost back shut down. And there's that call out, and the boost back burn has shut down on the first stage. That is the left hand screen. That's a view of the first stage there. On your right hand screen, a view. Ребята, я напоминаю, то, что вы можете поддержать канал на Donation Alerts. Ссылка находится в описании. Любая ваша поддержка приближает канал к более качественному контенту, быстрее делать контент получается. Все хорошо, в общем-то, получается. This is SpaceX's 54th mission for 2022 and the 5th Dragon flight to the International Space Station just this year. Now we lifted off just about 4 minutes ago from Kennedy Space Center at Launch Complex 39A. So far, both vehicles on nominal trajectories. Again, on your left-hand screen is a view from the first stage. On your right-hand screen, an awesome view of the second stage MVAC engine with the Earth in the background. For the first stage, in order to make its way back to our drone ship, again, just read the instructions. It has a couple more burns to execute. The first is the entry burn. That's where 3 of the Merlin engines reignite. This helps to slow the stage down as it re-enters the upper parts of the Earth's. Great call-outs there. This entry burn helps to slow the vehicle down as it re-enters the upper part of the Earth's atmosphere. Now the second burn is the final burn for the first stage. It is called the landing burn, and this is a single engine burn that brings the vehicle's speed down rapidly in order to touch down on the drone ship. Now you may see some bursts of gas on your left-hand screen. That is nitrogen gas burst for attitude control. And then again, you could see the grid fins. You could see 2 of the 4. Только что сказали, интересная особенность первой ступени Falcon 9. Там используется для двигателя ориентации не ядовитое топливо, а азот сжатый. They orient the rocket during re-entry and guide the rocket. Stage 1 entry burn startup. For that call out, now you can see on your left-hand screen the entry burn has begun on the first stage. Shut down. And there you can see those engines shut down. That concludes the entry burn for the first stage. Again, next up will be the landing burn for that first stage vehicle. Джудах Мизак, спасибо за подписку. Ребят, напоминаю, то, что можете поддержать канал как подпиской, так лайком, комментарием, активностью в чате, а также на Donation Alerts по ссылке в описании. About 20 seconds away from that landing burn beginning on the first stage. Again, this is a single engine, the center E9 engine burn to help slow the vehicle down just enough to touch down on the drone ship. Stage 1 landing just burn. Read the instructions today. And you can see that the landing burn has begun on the first stage. Let's watch. Лендинг бёрн у нас был. Touches down on just read the instructions. Landing leg deployed. Really awesome Stage 1 views landing there. Falcon 9 has touched down, as you can see it standing tall on just read the instructions there on your screen. Позволю себе немножко перемотать. Falcon 9 just completed its first flight. It marks the 153rd A.
Вот у нас отделение Дрэгона. We are just a few seconds away from Анимация не completing всегда работает на separation of подписку, Falcon не 9's понимаю second почему. stage. You are looking at a live view into the trunk of the Dragon vehicle. Dragon separation confirmed. Dragon separation And confirmed. as you can see there on your screen and hearing those callouts as well, Dragon is drifting away from Falcon 9's second stage. Incredible view there. И позволю вот сюда еще перемотать. Это открытие носового конуса. Мы вчера услышали много подтверждений этого, но мы не увидели самой картинки, потому что банально не дождались момента. Ну, либо прозевали его наоборот. And we are beginning to get a view as the nose cone does open. Prior to this, each of the 6 hooks opened up, and now we are continuing to get these views as the nose cone opens. Once open, the nose cone, the Dragon docking hardware will be exposed. Вот такой вот большой носовой обтекатель продолжает открываться. And the nose cone will remain open throughout the remainder of the flight. Continuing to get views of the nose cone opening. Но это не солнце, это луна, солнце поярче будет. Итак, ребята, переходим на трансляцию НАСА. Пока что немножко непонятно, что мы видим. Но это, понятное дело, это МКС. Но что конкретно мы видим? If you're just joining us this morning, we're continuing to bring you live coverage ahead of a unpiloted SpaceX cargo vehicle with over 7,700 pounds of cargo research, investigations, and supplies. CRS-26 is slated to dock to the International Space Station 10 minutes from now at 6:30 a.m. Central, 7:30 a.m. Central Time. CRS-26 will dock to the zenith or space-facing port of the Harmony module on board the International Space Station and will remain docked for 45 days before returning to Earth with critical science and research investigations. Так, мы ждем стыковку. Dragon is now 239 meters away from the International Space Station. В 200 метрах от станции находится корабль Dragon. Буквально 10 минут осталось до стыковки. До примерного времени стыковки. The next major milestone we're tracking this morning is when Dragon enters the keep-out sphere, which is that 200-meter invisible radius around the International Space Station. Я напоминаю, что около 3500 грузов будет доставлено на МКС. В их числе это солнечные панели новые, рулонные, которые разворачиваются. Также у нас там будут доставлены 4 кубсата разных для различного изучения атмосферы Земли. Будут доставлены
эксперименты для быстрого выращивания овощей. Доставлен специальный лунный микроскоп для изучения иммунной системы человека в невесомости и для быстрого изучения всех анализов, которые может принять в себя этот лунный микроскоп. То есть там мазки крови и And так далее. coming up in just a short time from now, we can expect a go/no-go poll Будут from the team here доставлены in Mission различные Control, where ремни, NASA Flight различный Director Ed Van Cise газ и will так poll them далее. for their Все, что go нужно for для работы today's станции. docking. Наблюдаем за центром управления полетами. Электрические обои, реально. Так, надпись повтор надо уже убрать. Я извиняюсь. Это уже не повтор. А вы, ребят, можете поддержать канал на Donation Alerts. Monitoring today's docking operations on board the International Space Station are NASA astronauts Josh Cassada and Nicole Mann. They're stationed at the RPOP, or Rendezvous Proximity Operations О, мы panel. видим камеру Дрэгона. And this view you are seeing of the К International зенитному Space Station стыковочному from порту Dragon as it модуля continues Гармония its будет approach. стыковка. On the top right of your screen there you can see the range. That's the distance that Dragon is away from the International Space Station. You see that number continuing to lower, now Вот здесь 210 мы видим скорость, meters, с которой 209 meters Dragon away from the приближается, International Space а Station. здесь мы видим And directly расстояние below до that is МКС the в rate метрах. at which Dragon is approaching the International Space Station. 0.31 meters per second currently. Над ночной стороной Земли. Летим. Houston Station on a 2 in step 3. Block Bravo is looking good. We're seeing 206 on the range in the corridor. Copy. Осталось меньше 200 метров до станции. And that was the voice of NASA astronaut Nicole Mann Это calling был down голос from the NASA International астронавта. Space Station. Everything continuing to look good on her Николь. end as well. We're Почините now less than анимацию, но я 200 сейчас это не meters могу away from сделать. the International Space Station. Houston Station on 2, we have reviewed steps 5 and 6, and we are ready for docking. Попробую отписаться и подписаться Copy, заново. sounds good. Говорят, что все хорошо, Dragon в автоматическом режиме подлетает к станции на скорости 0,3 метра в секунду. Остается 180 метров до станции. And you were seeing some city lights and are continuing to see some city lights pass from below Мы видим огни as the городов на International фоне. Space Station flies Вот города. 257 statute miles over China. Кораблю помогают двигатели Драко. Это двигатели для маневров, для поддержания ориентации, а также для стыковки с МКС. То есть для маневрирования на орбите, грубо говоря. Now that we are inside the keep out sphere, which is that 200-meter radius around the International Space Station, the next milestone we'll be tracking is waypoint 2, which is when Dragon will be only 20 meters away from the International Space Station. This is where Dragon makes sure it's perfectly aligned with the Node 2 Zenith port. Now less than 160 meters away from the International Space Station, Dragon continuing to close in at a rate of 0.3 meters per second. 150 метров до станции у нас.
Мы уже видим очертания стыковочного порта. Привет, iSpace KSP. Сегодня мы, кстати, играем в КСП, соответственно, только не прямо после этого стрима, а в течение нескольких часов после стрима. Ты с этим светом уже 3 стрима подряд не можешь сделать. Фиговенько. Очень фиговенько. А я напоминаю, ребята, что вы можете поддержать на Donation Alert. Если мы набираем 2000... О, мы видим Дрэгона, который Крю-5, который Крю-Дрэгон в очертании. Он вот тут вот находится, вы его сейчас видели. Вот. Донатим донатные донатики и строим Starship в КСП. And we are continuing to proceed towards docking this morning. Dragon now 119 meters away from the International Space Station and closing in at a rate of 0.3 meters per second. Everything continuing to go smoothly and as expected this morning. Так, у нас 115 метров. We're targeting a docking at 6:30 a.m. Central, but we do expect that to be just a few minutes later than anticipated. Если мы задонатим, кстати, больше 1000, Next то milestone we're tracking is будет новая waypoint 2 arrival, which will be about гифка. 5 minutes from now. Waypoint 2 is only 20 meters away from the International Space Station, and this is a good place to hold for lighting if there might be more preferable conditions. And this is also where Dragon makes sure it's perfectly aligned with the Node 2 Zenith port. About 5 minutes after leaving Waypoint 2, Dragon will make contact with its new home, the International Space Ты Station. сделал ракету, которая весит 6000 тонн. Это что? Это Сатурн Нова, которая... Где корабль садится на Луну и взлетает с нее обратно? Прикольно. Ну, если это она. Меньше 100 метров до станции, ура! Если мы набираем сейчас 2000, то мы прям старшипище делаем. Потому что нам осталось чуть-чуть до 1000. Кстати, да, если мы сейчас наберем 1000, то я все-таки показываю эту... Ну, или если будет донат в 1000, то я показываю эту Артемиду. Ты в ТГ напишешь по поводу корабля. Окей, по поводу ракеты. Хорошо. Вот. Опять же, напоминаю, если мы наберем 1000 рублей, то либо за один донат 1000, либо донатами по чуть-чуть. Короче, забейте, разберемся. Я к тому, что мы тогда увидим превью к ролику Артемиды. Я надеюсь, до стыковки корабль МКС успеет выйти на освещенную сторону Земли. По идее должен. Dragon now less than 80 meters away from the space station. We are looking ahead to its arrival at waypoint 2, which is only 20 meters from the space station. We do expect that to occur about 3 minutes from now. 75 метров до станции, скорость все еще 0,3 метра в секунду. At this time, NASA astronauts Josh Cassada and Nicole Mann are inside the cupola at the RPOP, or Rendezvous Proximity Operations Panel, and monitoring Джон и today's Николь approach. наблюдают за драконом из модуля купола. Вот мы видим дракона. Зелененькая точка с мигающей белой лампочкой. И видим вспышки. На сайте у Илона Маска была симуляция, где можно самому себя в роли астронавта испытать. Но не совсем в роли астронавта, а можно стыковать Дрэгона. Если сейчас 180 рублей до 1000 наберем, мы сыграем в эту симуляцию. Мы также видели сейчас вспышки, это двигатели ориентации как раз работали.
50 метров до станции. Вот мы видим корабль. Вот мы видим пшики разные. Это двигатели ориентации работают. Надеемся на красивые фоточки потом со стыковки. Dragon is now inside the 50-meter point, continuing to close in slow and steady at 0.3 meters per second. Сейчас будет Dragon замедляться. Если что, он никуда не улетел, эта камера просто перемещается. Так, скорость сейчас должна падать его. Starting to be able to make out more details of the Фига zenith or себе, 70 тысяч рублей space-facing на port пауэрбанк of на 500 Harmony, ватт, чтобы where мог пока без света Dragon is работать. proceeding Офигеть. towards docking. Now 34 meters only separating Dragon from space station. Так, у нас 30 метров до станции. Видим, вот здесь открытый носовой обтекатель. Да, бесперебойник ему нужен. Ой, красиво, когда Again, подсвечивается. everything looking good as Dragon continues its approach. Так, Now скорость уже 23 меньше meters away from the International 0,2, Space уже Station. 0,1,7. Расстояние, я думаю, где-то около 20 метров. Сейчас увидим. And as expected, as Dragon nears the International Space Station, its approach will slow down even further. It now Подняли бы is эту within the экспозицию на этой 20-meter камере. mark, now moving at a range rate of only 0.01 meters per second. Ой, как красиво выглядят эти вспышки. Если что, Драгон не взлетает так резко. Dragon is now at waypoint 2, Скорость that уже 20 совсем meter маленькая, он mark. остановился на месте. Это определенная точка, когда Драгон должен остановиться, 20 метров до станции. On 2, we see RDOT at 0 at 19.8 meters. Copy. And station on 2, Dragon is resuming approach and is go Так, for Драгон docking. набирает скорость. Monitor for steps 5 and 6 in 1.102. Говорят, go for docking. Это хорошо. Скорость растет, расстояние уменьшается, все отлично. And we see approach to docking port mode, range decreasing, and block throttle looks good. Copy. And everything looking good, continuing the approach towards docking Что я this скажу по morning. поводу того, что Starship не летит в этом году? Ну, я Now не moving удивлен, если past честно. waypoint 2. Слишком все гладко было бы, если бы он еще в этом году полетел. Надо же с чего-то интересного 23 So начинать. again, Dragon is now resuming approach and is go for docking. Так, видим стыковочный порт. Прям отчетливо все видим. Эх, было время, когда сюда шаттлы стыковались. Да, было время. Dragon is now 15 meters away from the 15 International метров Space до Station, станции. closing in at a rate of 0.08 meters per second. КСП-2, походу, раньше выйдет, реально. А прикиньте, в один день выходит КСП-2 и летит Starship. Это все было, ну, типа, вот. Everything continuing to look good this morning. Тайный план Илона Маска. Давайте, ребят, донейшн во время стыковки. Это было бы самое офигенское. А где инфа, что Starship не летит? Starship не летит, потому что с ним будут, с SN-24 будут проводиться какие-то работы. Об этом чуть подробнее, чуть попозже. Вот. Ну, блин, тут скоро декабрь, а пока не намечается ничего такого интересного. Если он полетит в этом году, это будет вообще трэш. Но, походу, со Старшипом будут делать кучу работ. Как говорил Илон, он не хочет, чтобы при взлете рванул And весь you are стартовый seeing стол. some small thruster Так, firing.
У нас немножко As лагает картинка. Dragon nears the 10-meter range. 10 метров до станции у нас. We are in a brief expected handover between satellites, but we do expect to regain communication and video views here shortly. Так, ждем картинку. SpaceX Everything Lights continuing to look good for today's docking. своими быстрыми стартами по сравнению с госкомпаниями. Согласен, но сейчас им нужно сделать очень кучу работы, и причем нужно получить еще разрешение на старт. Как бы вот. Так, ждем подтверждения того, что мы пристыковались. Напоминаю, донейшн во время стыковки, это было вообще шикарно. Dragon is now 5 meters away from the space station. 5 метров continuing до to close in. Международной космической станции. Да, сейчас We походу don't 60 have пусков views наберет from the SpaceX. space station right now, but we are getting data and receiving the reports from the crew as well, proceeding towards a contact here shortly. 3 meters in closing. 3 метра. We did hear a call for chop or crew hands-off period. Crew hands off point. Так, ждем подтверждения хоть какое-то. Сейчас должна уже произойти 1 стыковка. meter in closing. 1 метр, ребята, 1 метр. Самый долгий метр во время стыковки. Dragon contact and soft capture complete. Такс. Dragon контакт. Есть And we контакт. do have a confirmed soft capture at 6:39 У нас есть a.m. Central, мягкое 7:39 касание. a.m. Eastern, while the International Space Station was flying over the Pacific Ocean. 15:40 по московскому времени у нас произошло касание, мягкое касание с Международной So космической again, we станцией. do have a soft capture that was confirmed. So at this time, the ring is retracting, that is helping to pull the Dragon in closer to the International Docking Adapter. Так, сейчас будет жесткое Ring касание. retraction in progress. Точнее, жесткая стыковка. Так говорят, Station copy. в процессе. Ой, там кадры с Ориона. Смотрите, кадры с Ориона. Классно. We will continue to stay on the air and provide coverage until we get past a hard mate with the International Space Station. But again, we did have contact confirmed at 6:39 a.m. Central, 7:39 a.m. Eastern, while the International Space Station was flying over the Pacific Ocean. Такс. Что, ребята, я могу вас поздравить, у нас стыковка. Ой, там After the soft capture ring is fully Вот это retracted страшно. and pulling that Перебои dragon in со for a связью nice tight Ориона. seal, there will be 12 hooks that will actually hard mate and hard dock the Hard vehicle dock to the сейчас должен International быть. Space Station. Так, вроде он уже подтвержден. Ну, ребята, можно в честь Whose стыковки hooks are донейшн in- кидать. Are latched in Подписываться и gangs все of остальное. 6, so 6 at a time will close, and then the other 6 will close, and at that point we'll have the hard dock with the International Space Station. But we did get that soft capture confirmed at 6:39 a.m. Central. The soft capture ring is continuing to pull in Dragon, everything going as planned. We are standing by for a good soft capture ring retraction. Так, ждем. Ждем всех полных подтверждений. И все отлично.
And if you're just joining us, the uncrewed CRS-26 cargo craft docked with the International Space Station just a few minutes ago at 6:39 a.m. Central while flying over the Pacific Ocean. CRS-26 launched yesterday afternoon from the Kennedy Space Center in Florida. On board CRS-26 is over 7,700 pounds of cargo, research supplies, and investigations. We don't currently have live views from the International Space Station, but we are still receiving data from the vehicle. Так, ребята. Ring retraction complete. Docking sequence is holding for MCS reconfiguration. Так, у нас вроде подтверждено. Вроде все. And you did hear that the soft capture ring has fully retracted, meaning the soft capture ring did its job of pulling the spacecraft in closer to the International Space Station. Так, отлично. Кольцо мягкой стыковки полностью зафиксировано. Сейчас будет hard capture полноценный. И все будет окей. Next up, those hooks will begin driving to perform a hard mate between the two vehicles. Сколько стрим по КСП? Ну, сейчас я точно не скажу. Анонс ждите в телеграм-канале. Скорее всего, под ночь. Ну так, прям поздно я не хочу его делать. Я думаю, в 10-11 по МСК будет нормально. Сейчас будет 12 механизмов обеспечивать жесткую сцепку корабля со станцией. MCS is configured. Proceeding with hook driving. Ребята, я напоминаю, вы можете задонатить на Donation Alerts. Station copies, thank you. О, мы сейчас получим картинку, походу. And that hook driving process has begun. Так, в процессе. Вот мы видим And we камеру are now Драгона. getting a view from Dragon of the International Space Station following its docking at 6:39 Сколько a.m. народу в Central. SpaceX работает? Просто была инфа, что 300 человек. Как такое может быть, когда в СССР на космонавтику полстраны работало? По поводу 300 человек не The знаю, soft capture но... ring did do its job, and at this point the hooks are now driving. Once all 12 of these hooks Скажем, are я честно successfully не in обладаю place, информацией, that сколько will людей работает have в the hard SpaceX, mate конкретно and в hard SpaceX. dock Но не забывайте, between что the two помимо людей, vehicles. которые работают в SpaceX, есть еще подрядчики, строители, которые работают, например, в Starbase. There are two gangs of 6 hooks. The first set of those hooks Есть is ребята, которые currently driving. обеспечивают запуски и все остальное. Например, вот здесь, в запуске CRS, также участвует НАСА, потому что это запуск в интересах НАСА. Заказ НАСА на снабжение МКС. Так что точную цифру, именно сколько в SpaceX работает, я не знаю. Но думаю, там около 1000 человек точно будет. Но по поводу того, что в СССР полстраны на космонавтику работало, опять же, вот сравнить сейчас, кто работает непосредственно в Роскосмосе, и кто работает там в НПО «Энергомаш», в Центре управления полетами и все остальное. Это же не факт, что они именно в Роскосмосе работают. Они работают как дочерняя компания. Standing by for a confirmation that the first set of 6 hooks have driven and have closed. Так, ребята,
Мы ждем подтверждения. And you are seeing this view of Dragon docked to the International Space Station. Видим Again, Dragon. docking did occur at 6:39 a.m. Central, 7:39 a.m. Eastern. Dragon has now docked to the space station and has brought with it over 7,700 pounds of cargo, research, and science Хоть бы investigations. получилось. Но он уже состыковался, осталось And we did дождаться have подтверждения. confirmation that the first set of those six, the first Так, set of six мы of those 12 получили total подтверждение. hooks have driven successfully. У нас 6 из 12 захватов успешны. Еще 6, и все хорошо. Ребят, я напоминаю, что вы можете поддержать канал на Donation Alert. Сейчас собираем деньги, сразу говорю, на что это. На новогодний выпуск. Чтобы было Once the красивенько, other 6 классненько. hooks successfully drive into place, we will have a hard mate between Dragon and the space station. Так, ребята, ждем с полного подтверждения и можем, в принципе, заканчивать стрим. Ну, я бы хотел дождаться еще камеры, ну, точнее, когда МКС выйдет на светлую сторону. With you on 2. Hey, Megan, we are transitioning over to node 2, and Anya is standing by for your go on A-Red. Copy. We are just waiting for hard capture complete, and then we'll be able to give her that go. Wonderful. Thanks a lot, and great work down there today. We're excited to unpack and get to work. Yeah, absolutely. You've got a room full of happy flight controllers down here. It's exciting to see SpaceX Dragon 26 join ISS, and hopefully you can enjoy your well-deserved and long-awaited ice cream soon. All right, and I can report hard capture is complete. О, у нас дают... Hard capture is complete. Understand I can give Anna a go Жесткая on сцепка A-Red, завершена, and жесткая сцепка thank you for подтверждена. spoiling the surprise about Отлично, the Dragon Promare состыкован с Международной космической станцией. Я вас поздравляю, ребята, мы дождались этого. So, Отлично. for the docking sequence, we just have to wait for umbilicals to be deployed, and then I'll be giving you a go. Теперь астронавтам предстоит только открыть люк, забрать нужные грузы, с помощью манипулятора вытащить... С помощью манипулятора канадарм вытащить солнечные батареи, потом установить их, и все окей. Was successful, and you did hear some words from NASA astronaut Josh Cassidy calling down to Capcom Megan Harvey. Джош Кэссиди и Меган One of the Харви, things that they discussed was астронавты. the go to enable exercising on board the International Space Station again during docking operations. Exercise is not permitted in order to reduce any vibrations that could occur. Так, ждем выхода. And then you also did hear Josh Cassidy hear the good news that there is some special treats on board CRS-26, including what sounds like ice МКС на cream. светлую сторону, на освещенную сторону Земли. И вот сейчас потихоньку это происходит. Мы видим, как сверху начинает как бы расцветать. Ну, подождем, я думаю, еще минут 5-10, и мы увидим Dragon во всей красе. So, with Dragon now safely on board the International Space Station, that will wrap up today's rendezvous and docking coverage. Подписаться, кто But не we'll have подписан. continued coverage of NASA's Поддержать Artemis 1 на Donation mission Alert, ссылка following находится в liftoff of описании. Orion from the Space Launch Всё будет System in прекрасно. Florida on November 16th. Orion's currently in a distant retrograde orbit around the moon and has surpassed the distance record for a mission with a spacecraft designed to Орион. carry humans to deep space Да, and вернулись back к to Ориону. Earth. Orion passed that record just yesterday at 7:42 a.m. Tomorrow will actually mark the halfway point of the 25.5-day mission of Artemis 1. We will have a press conference on
Итак, ребята... Tune in to hear more from NASA. Tune in to hear more from NASA leaders at 4 p.m. Успешная стыковка корабля... Орион, хотел сказать. Корабля Dragon. Миссия CRS-26 доставлена на Международную космическую станцию. У нас уже есть таймлапс стыковки. Смотрим. Dragon is 6,400 meters away from the International Space Station, but we will see Dragon grow larger in your field of view as it approaches the International Space Station ahead of this morning's docking. Вот у нас Dragon приближается. Ну я, наверное, вот так сделаю, мало ли. На Луне что-нибудь интересное происходит. Корабль Орион облетает Луну, сейчас по ретроградной орбите двигается. Ждите видео про Артемиду, будут видео. Ну и, скорее всего, будет стрим посадки корабля. Точнее, его приводнения. Опять же, если там ничего не будет такого по планам. Но 2 видео по Артемиде будут. Это подготовка и сам запуск. Ну и должно быть 3-е, но оно выйдет уже в 2023 году. Я уже не успею его сделать в 2022. Вот так у нас сегодня стыковался корабль Cargo Dragon с Международной космической станцией. Вот так быстро у нас это все происходит. Так, ребята. Ну, не знаю, можно ли эту музыку, нельзя. Давайте под землю, под вид земли с МКС заканчивать прямую трансляцию стыковки космического корабля Dragon с 3,5 тоннами грузов на МКС. Стрим по КСП в 17:00. Ребят, время устанавливаю я сам, но опять же, я
Я говорю, если будет донейшн, то стрим будет в 17:00. Ну, опять же, не абы какой донейшн. Если мы наберем 2000 прямо сейчас, то в 17:00 почему бы не провести стрим? А так я планирую сейчас закончить. Давайте все-таки вот так закончим по стандарту. Вот. Заканчиваю прямую трансляцию стыковки космического корабля Cargo Dragon с международной космической станции, на борту которого было 3,5 килограмма грузов. Ну, до сих пор остается, но скоро их не будет. Вынесут. Вот. Поздравляю всех, у нас заканчивается ноябрь, у нас скоро будет. Что у нас по запускам сейчас? Давайте посмотрим. 30 числа запуск Falcon 9, Hakuto R. Миссия на Луну. Скоро будет сессия, да. Ну что, ребят, сегодня, наверное, только стрим по КСП ночью проведем. Вот, сейчас я единственное хочу посмотреть, есть ли фотографии Cargo Dragon. Если есть, это очень прекрасно. И, кстати, того у нас на МКС сейчас 6 космических кораблей. 2 прогресса Cygnus и Cargo Dragon грузовые, а также Crew Dragon, миссии Crew 5 и Союз, миссия МС-22, пилотируемая. Когда ждем анонсов, подписывайтесь на телеграм-канал, там вся информация в основном. Вот. А я с вами прощаюсь, всем удачи.